А что, мы не можем? А что это? Они нет. Нет почти. Вот эти все наши проигрыши, на деле мы сами себя проиграли. То есть у нас было куча шансов, чтобы пройти на мажор, на минор. Мы вон винстрайком проиграли, но это сокрушительно было. Очень сокрушительно. Все, типа, выигранная игра, и тут вот залив этот, и все. Это было абсурдно, то, что мы проиграли. Сам вспоминаю все время, и сейчас даже вспомню, то мне смешно. Мы никак не могли эту игру проиграть, но проиграли. Я на вот, да, не Получится, а надсказано. У меня пока КД. Ладно, давай, я накручу. Ты не можешь, знаешь, потом спустя какое-то еще время после игры вообще поверить, то, что ты проиграл как бы эту карту. Ведь буквально минут 10 назад ты лидируешь, ты в шаге от победы. То есть все, что нужно, не знаю, просто собраться там вот своевременно впятером, как бы пойти и попытаться закончить эту карту. Просто из-за тупейшей ситуации, которая, я не знаю, но вот если просто вспомнить, такого не должно быть вообще. И причем у нас такого вообще не было. Просто абсурдные вещи происходят в таких играх. Больше всего бесит, когда выигранная игра, по сути, и тебе все, что нужно сделать, это просто додавить, и ты вот ошибаешься. Это, это вообще неприемлемо. Самое вот легче проиграть за 10 минут, чтобы упал трон, чем выигрывать и потом просто мимо себя проиграть. Минор больше всего повлиял. Мажор как-то не так было. Вот минор сильно расстроил. О чем думал? Да, героек больше. Что было бы, если бы я другого героя предложил, на котором хотел бы сыграть? Типа, как развивалась бы игра, что лучше. Потому что я, когда мы сыграли, лежал что-то вечером, подумал о ВК. И вот ты думал, как бы все изменилось. Вот полночи об этом думал. Важно, не знаю, перебороть самих себя. Потому что пока что мы вот сами себя проигрывали. В этих решающих картах вступали, наверное, эмоции как-то в ход, и это было видно там где-то, возможно, по пикам, где-то по игре. То есть нам нужно лучше справляться с эмоциями. Ну, еще решать все же уверенно. Реально сейчас я уверен в ребят, нужно это держать в форме. Но все равно решает результаты. Без результатов сложно держаться именно морально в одной планке. Да, плохой результат, но именно это дает тебе понимание, что тебе чего-то не хватает. Хуже было бы, если бы, серьезно, вот хуже было бы, если бы мы проходили, и они бы тешили себя мыслями, чего-то не хватило. Мы ж прошли, все нормально, мы все делаем правильно, да, просто там чего-то там не хватило и так далее. А когда у тебя полный провал, это потрясение, да, это эмоции, все плохо, но это подталкивает тебя, значит, чего-то не хватает существенно. Все вот магнус, они Вот, смотри, у него даже вот Драйгер 53 игры. Земля хочет второй левел. И типа поделить с ней, во-первых, суть в чем, Близи, ты же свой фарм ускоряешь. Вы с первым спеллом земли сразу спалили эту пачку. Слушай, можно обидеть, смотри. Да нет. Ладно, что дальше? Здесь заважено, правда. Давайте мид просто. Когда про философию речь заходит, когда про команду, я вспоминаю речь Аль Пачино. Аль Пачино это классно. Где твоя актерская игра? Ты же МакКонахи, ёпта. Но ты уже не... Тут Костя не виноват. Ты уже, да, не фотограф. На деле мы сделали выводы после всех этих поражений. Я уверен, что это сделает сильнее команду каждого из ребят. И главная цель сейчас — это попадание на инт. Ну что? Все? Ай, да. Кого ждем? Мне
Мне нравится пока что, как игроки относятся к этому, реагируют и так далее. Ну, сколько там, 15 минут вот этого разбитого состояния, этого молчания какого-то там. И все, проходит, 15-20 минут, они идут, садятся за реплей и начинают работать. Обсуждают игру, смотрят ошибки, все. Вот прошел момент страданий, мы работаем дальше. Это мне понравилось. Это путь к тому, чтобы стать действительно сильной командой. Я вообще не считаю проблемой, все, что это произошло за этот месяц, ведь на кону главное событие года, так что почти ничего не значит перед TIM, так что меня лично не сломить. Так или иначе, многие зрители отметили нашу игру. С приходом Зайца он очень круто влился, очень крутой перформанс показывал. Да еще Заяц, он, по сути, дал новую жизнь. Но и помимо этого и принес ту частичку, которой не хватало. У нас появился именно реально пятый игрок, который может свою позицию отстоять, который может высказаться обо всем. То есть прямо. И вот именно мы теперь работаем именно как команда впятером. И Дан, например, очень сильно развивается. Еще много над чем есть работать и расти куда, но, тем не менее, прогресс есть. Есть момент с барьером. Вот раньше Идан стоял против Нунчика в миде, и он так или иначе чувствовал какую-то, возможно, небольшую неуверенность. Заранее, неважно какой матчап, он знал то, что No One, это игрок очень сильный, и то, что, скорее всего, в миде будет сложно, скорее всего, он там проиграет. То есть, а здесь уже совсем другой подход. Он играет, он там на своих каких-то сигнатурных героях, он может, там, где нужно стать 50 на 50, а стоит 50 на 50. Там, где он может вынести, он выносит салат. Сейчас вот я уже вижу в нем то, что вообще не парится, против кого он стоит, и он готов играть на уровне, ничем по факту не будет уступать игрокам тир-1 уровня. Я, безусловно, хочу стать лучшим мидером, лучшим игроком. Наверное, реально каждому из нас хотелось бы остаться в истории. Ты всегда красавчик для себя. Надо сделать так, чтобы все это знали. И пусть они мне скажут, что я красавчик. Вот тогда я буду доволен. Сейчас я больше получаю удовольствие. Раньше, если думал о том, чтобы выигрывать и так далее, то есть не получал от игры удовольствия, только трейхардил. На результат, да? Да, на результат. Сейчас и то же самое, но еще и мне это все нравится. Нет такого, что я играю, заставляю себя. Помимо этого и есть частичка того фана, который именно не хватало, чтобы разбавить внутренний такой мир. Сейчас со мной происходит то, чего я хотел. Персональный рост, команда. Понятно, было бы куда приятнее, если мы выигрывали. Были результаты, были какие-то яркие победы. Было бы больше эмоций. Но по факту сейчас я чувствую счастье от становления лучше, чем ты был минуту назад. Команда — это когда ты пикаешь назад. И ради него с командой идешь в турбомод. Андрюх, возвращаемся 2 месяца назад. Чем играть будем? А эти духи, они хп дают, когда встречаются? Да, чуть-чуть, но не так, как... это же один дух. Там же всего лишь один, да? Один раз тик 70. Я лично верю в то, что играя, тренируюсь, анализируя больше, чем кто-либо, ты достигнешь какого-то результата. Всегда есть такая доля удачи, но чтобы подвести к этому моменту удачи, ты должен сделать очень много. На уровень уже поднялись, и главное его держать. Нету какой-то расхлебанности, неуверенности. Да и просто мы уже сдружились, думаю, каждым доволен. Чего ты больше всего боишься в своей карьере? Не выиграть TI.
Ладно, занять второе место. Возможно, это еще больнее. Понять, что я плохой, не могу стать лучше. Иногда представлял себе это, что вот в один момент я проснусь, но я буду плохо играть. Во-первых, я не смогу осознать того, что я плохо играю. И во-вторых, не смогу пофиксить это. Я вот себе представлял, допустим, знаете, вот некоторые команды, я помню, занимали вторые места. Я думал про себя, боже, там, заняли второе место, и я бы там, смотрел на их грустные лица, думал, наверное, погрустят, но в принципе они там рады, наверное. Потому что второе место тоже неплохо. А потом, осознавая, лично бы я, ставил себя на их место, думал, это же не так работает. Ты бы потом, наверное, еще через лет 10 вспомнил бы, как у тебя был шанс стать чемпионом, и ты его не реализовал. Всем доброго дня, уважаемые зрители, с вами Рухаб, с вами Мила и Инмейт. Нави против Virtus.pro. Андрюха, ты влез, сел на передний. Что делаешь? Что я фан? А что, ФП у нас? Да, у нас He's got the enrage if he can get a chance to use it. Does use it with his dying breath. Snake also running down but gets killed off by the Luna. And now they're onto the tier 4s. Virtus.pro have found their momentum and there is absolutely nothing that can stop them. No brick wall, no team, not even Na'Vi. Lizzie trying to go for an epicenter here. Going in deep. They might be able to take down one or two. Not looking bad, but a two-man. Я только в доте реализую себя как-то по жизни, потому что всю жизнь я играл. Хочется и на интернешнле побывать. Вот. Поднятие егер. Это, наверное, очень круто, потому что ты осознаешь, что ты лучший в мире. По крайней мере, в этом году хотя бы. Потому что, вот этот барабан, что-то это, я тебя не увез. Окей, мы дальше стоим. Потом принимаем тимфайт, Мипа убивает, мы потом убиваем Мипа, я убиваю. Я очень много апнул. Как по мне, на 10-ю нужно просто перечислить. И все. И все. Даже ничего не надо. Луна будет сильнее, перечислить. Absolutely everything. They'll take everything up. Meanwhile, Zayas trying to get himself away. In goes the Morphling, trying to blow them up. But a big Echo Slam coming in from Roger. They might be able to get the Dark Seer down, but Roger's already dead in this fight as the BKBs go in. Magical. Я застану. Я не могу еще. Достань уже. Zayas with the hammer coming down. Doing so much damage. Look at them. They're just melting. No one just flat up dies. Randy's trying to close the gap. Does get the deal into the sniper, but he doesn't care. He's just doing all the damage he likes. And then gonna get dropped as well. And the GG well played is called. Na'Vi take to the high ground and they bring down Virtus.pro one hero at a time. The damage is just too damn much. Tries to run himself away. He doesn't have another life though. He's going to be falling. Magical gets a kill into Roger, but all his teammates are dead. Darkseer will be the final one to go down for Na'Vi and now to Sniper as well. But the GG's already called. Virtus.pro will take this series, winning the game over Na'Vi on the back of a no-one storm, and it was beautiful. Даже несмотря на то, что Virtus.pro играют с заменой, они сыграли очень уверенно.
В своей карьере, что меня лично беспокоило, это за весь прошлый игровой сезон я полетал намного больше ланов, чем в этом. И меня очень сильно беспокоило, что именно на лан-турнирах я не выдал ни разу хорошей игры. И в этом году я себе ставил цель, то, что приезжая на ланы, я буду максимально стараться, даже на этом лане. Не знаю, мне очень хотелось попасть в гранд-финал, покричать, как-то почувствовать этот адреналин. Я стараюсь о таком думать не в русле того, что я себя гноблю, ты ничего не сделал, ты ничего не смог. Это заставляет меня думать о том, что ты должен сделать так, чтобы то, что ты представляешь, так и было. Но осталось лишь как-то не сломиться духом. Всегда, когда много поражений, ты вроде бы настроен, но иногда бывает такое, как-то засядешь, тебя как-то немного засасывает, ты думаешь о проигрышах, и главное пережить этот момент. Мы уже за это время со всеми ребятами очень, так сказать, стали близки. Сколько трудностей у нас было, даже начиная с начала сезона, сколько поражений, квалы за квалами. То есть, и когда у нас получалось так или иначе, после проигрышей, сделать шаг вперед, выйти новый уровень для команды в плане игры. То есть это всегда было невероятно приятно. Проделанный путь каждому из нас, и вот для меня, как для тренера, видеть прогресс каждого из игроков, наверное, в этом есть тот своеобразный кайф. Я по-прежнему верю, что мы можем пройти на Инт в этом году, и я сейчас еще больше верю в то, что мы можем показать там достойный результат. Нужно пережить вместе как раз вот эти плохие времена. Хорошие времена, когда команда выигрывает постоянно, это тоже здорово, это сплочает, объединяет, но горе объединяет сильнее. Трудности сплочают сильнее намного, либо уничтожают, если ты слаб. У меня есть момент, когда в жизни, я не знаю, мурашки по коже. Иногда ты стоишь, ты не понимаешь, где ты. Приехал на лан, видишь фанатов, а год назад ты вообще в клубе играл. Какой щелчок, и ты как будто, боже, где я, что я? А потом понимаешь, как будто промотался весь год, и сложно воспринять, что год назад ты вообще ничего не имел, а сейчас ты где-то чего-то достиг, и иногда так переклинивает, и ты такой, да. Это круто. Команда — это единое целое. Команда — это семья. Моя семья. Ты такое ощущение, что рекламируешь сок.